Друзья, приветствую вас на канале Rustories, где мы изучаем русский язык по коротким увлекательным рассказам. Сегодня я прочитаю вам рассказ про знаменитого советского врача-хирурга Леонида Рогозова. Итак, поехали. 18 февраля 1961 года была открыта новая советская антарктическая станция Новолазаревская. В составе участников первой зимовки был и врач Леонид Рогозов. Но в апреле 1961 года он тяжело заболел. Сначала чувствовал слабость и усталость, потом резкую боль, разливавшуюся в правой части живота. Поскольку он был хирургом, ему не составило труда диагностировать у себя приступ аппендицита, рассказывает его сын Владислав. Это была операция, которую до того он проделывал много раз, да и во всем мире. Этот вид хирургического вмешательства давно стал обыденным, но он находился вдали от цивилизации, посреди полярной пустыни. Как врач, Рогозов понимал, что иногда можно обойтись и без хирургического вмешательства. Он попытался прибегнуть к пассивной тактике лечения, отказался от пищи, применил местный холод, прописал себе полный покой, даже начал принимать антибиотики. Но ему становилось только хуже. К концу апреля стало очевидно, что помощи ждать неоткуда. Путешествие из СССР в Антарктику занимало 36 дней по морю, а перелет был невозможен из-за сильных ветров. Он оказался в ситуации выбора между жизнью и смертью, говорит Владислав. Ему неоткуда было ждать помощи. И он мог предпринять попытку прооперировать себя. Выбор не был простым. Рогозов знал, что аппендикс может порваться во время операции, а перитонит убьет его. Но его состояние ухудшалось, боли усиливались. Ему нужно было вскрыть себе брюшную полость, затем вытащить наружу кишечник. Он не знал, можно ли так делать в принципе, делится Владислав. Руководству полярной станции пришлось запрашивать разрешение на проведение операции у Москвы. Если бы попытка Рогозова не увенчалась успехом, советская антарктическая программа оказалась бы окутана дурной славой. Было принято решение лучше оперировать, чем ждать смерти от перитонита. «Я не спал в эту последнюю ночь. Болело дьявольски», писал Рогозов в своем дневнике. Это почти невыполнимо. Но я не могу просто опустить руки и сдаться. Как назло, никто из полярников понятия не имел о медицине. Тем не менее, Рогозов нашел себе помощников. Так, в качестве ассистента он выбрал метеоролога Александра Артемьева. Механику Зиновию Теплинскому поручил направлять свет и держать небольшое зеркало.
а руководителя экспедиции Владислава Гербовича попросил быть на всякий случай на подхвате. Врач разработал детальный план операции. Он очень тщательно все продумал. Даже проинструктировал их, что делать, если он потеряет сознание, как сделать укол адреналина и искусственное дыхание. Делится сын Леонида. Об общем наркозе речь не шла. Доктор Рогозов мог применить только местное обезболивание для того, чтобы сделать разрез брюшной полости. Но дальнейшая операция должна была проходить наживую, чтобы голова хирурга оставалась ясной. Продезинфицировав инструменты, он провел с помощниками небольшой инструктаж и лично простерилизовал им руки, надев резиновые перчатки. Мои бедные ассистенты. В последнюю минуту я посмотрел на них. Они стояли в белых халатах и сами были белее белого. Я тоже был испуган, но затем я взял иглу с новокаином и сделал себе первую инъекцию. Каким-то образом я автоматически переключился в режим оперирования, и с этого момента я не замечал ничего иного, писал впоследствии Леонид Рогозов. Самому Леониду от перчаток пришлось отказаться, так как из-за невозможности видеть, обзор закрывала грудная клетка, операцию пришлось делать почти на ощупь. Вколов в живот новокаин для обезболивания, он сделал разрез длиной 12 сантиметров. А уже через полчаса Рогозов почувствовал слабость, и у него закружилась голова. Поэтому ему то и дело приходилось отдыхать каждые 5 минут по несколько секунд. Руководитель экспедиции Владислав Гербович позже рассказывал, что когда Рогозов перебирал себе кишки в поисках аппендикса в животе, у него все как-то неприятно булькало и пахло, и от этого становилось не по себе. Появилось сильное желание отвести взгляд или вообще покинуть помещение, чтобы не видеть и не слышать всего этого натурализма. Но усилием воли он отогнал это желание. Более того, он позвал полярника Верещагина, чтобы тот мог фотографировать Рогозова для истории. В какой-то момент Рогозов, по его же собственным словам, запаниковал, подумав, что режет скальпелем что-то не то. К этому времени он вконец ослаб, а сердце стало биться с перебоями. И в момент, когда он уже нащупал проклинаемый им аппендикс, руки его стали резиновыми, а сердце замедлило свои удары. Он стал падать духом, но усилием воли приказал себе прекратить панику. Каким-то чудом ему удалось, наконец, вырезать аппендикс. Как оказалось, вовремя. Из него уже вовсю стал прорываться гной.
Затем он принялся зашивать разрез. Всего операция продлилась почти 2 часа. После ее завершения Рогозов попросил своих ассистентов прибраться, принял снотворное и уснул. Через несколько суток температура Леонида нормализовалась, а еще спустя 5 дней Рогозов снял себе швы. Этой истории не суждено было так просто завершиться. Ухудшившаяся на станции погода и огромное количество льда в море означало, что судно, которое должно было забрать участников экспедиции в апреле 1962, не сможет до них добраться. И им придется провести еще год на станции. Но к облегчению всех полярников к ним прилетели самолеты. Леонид Рогозов вернулся в Советский Союз героем. Его имя стало известно всему миру. А всего за 18 дней до этой легендарной операции первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин. Их сравнивали, потому что им обоим было по 27 лет. И они оба из рабочих семей. И оба сделали что-то такое, чего раньше не было в истории человечества, говорит сын Леонида Рогозова. Больше доктор Рогозов никогда не был в антарктических экспедициях. Поступил в аспирантуру, защитил диссертацию, работал хирургом в различных клиниках Ленинграда. Умер доктор Леонид Рогозов в 2000 году. Друзья, вот такая удивительная история. Очень надеюсь, что она вам понравилась. Как всегда, жду ваших отзывов и комментариев. И буду рад, если поставите лайк этому видео. И подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока.